Всем привет, друзья, с вами Оля. А вы готовили бисквитный рулет с кремом для похудения? Вам это не послышалось. Без муки и сахара с высоким содержанием белка. На выпечку уходит всего 7 минут, а в итоге получается большой шикарный рулет. Готовлю этот десерт впервые. Как всегда, честно делюсь своим впечатлением от рецепта. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала нам понадобится 4 куриных яйца комнатной температуры. Лучше использовать крупные яйца, но подходит и среднего размера. Если яйца мелкие, берем 5 штук. Яйца разделяем на белки и желтки. Я это делаю самым простым способом, при котором в белок не попадает и капля желтка. Для этого яйца разбиваем в чистую сухую миску, а затем рукой отделяем желток. Вы разделяйте яйца так, как вам удобно. В белки добавляем щепотку соли, затем щепотку ванилина для приятного аромата и 1 чайную ложку лимонного сока или щепотку лимонной кислоты для стабилизации меренги. Взбиваем белки миксером до устойчивых пиков. Как я говорила ранее, лучше использовать яйца комнатной температуры, поскольку они быстрее взбиваются и пена получается более объемной и стабильной. Если вы забыли яйца заранее достать из холодильника, тогда перед тем, как их разделять, поставьте на 10 минут в теплую воду. За это время они согреются. На взбивание белков уходит примерно 3-4 минуты на высокой скорости. Как всегда, вначале взбиваем на низкой скорости, затем постепенно ее увеличиваем до высокой. Достаточно ли взбиты белки, легко проверить. При переворачивании миски они не двигаются. К желткам добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 столовую ложку с горкой кукурузного или картофельного крахмала. По весу это примерно 15-20 грамм. Продукты перемешиваем лопаткой или ложкой. Еще больше вкусных и полезных рецептов вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. Всех жду! Вот какая консистенция получается у желтковой массы. Вводим ее в белки. Аккуратно перемешиваем лопаткой движениями сверху вниз. В итоге получается пушистое бисквитное тесто без сахара и муки. Противень размером 36 на 26 см застилаем антипригарным пергаментом. Выкладываем тесто. Аккуратно разравниваем его. Если у вас стандартный противень для выпечки размером 30 на 40 см, тогда выкладывайте тесто не на весь противень, а примерно на 2/3, чтобы бисквит не получился очень тонким. Выпекаем тесто в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 5-7 минут. Я готовила этот рулет впервые и очень удивилась, что он так быстро пропекается. Это реально и это очень удобно. После выпечки рулет светленький, воздушный как облачко, зубочистка сухая. Выкладываем его на пергамент или тефлоновый коврик. Как видите, пергамент не прилип и легко отходит. В таком виде рулет оставляем остыть на 10 минут. Надолго оставлять его нельзя, чуть позже покажу почему. Для начинки нам понадобится 400-450 грамм творога любой жирности, которая вам нравится. У меня творог жирностью 2%. Далее добавляем сахарозаменитель, мед, сироп, или в крайнем случае, как я, 50 грамм сахара. У меня дома нету сахарозаменителя, поэтому я добавляю сахар. Для приятного аромата добавляем щепотку ванилина. Последним добавляем примерно 100-130 грамм густого йогурта без добавок. Продукты перебиваем погружным блендером до максимально однородной гладкой консистенции. В итоге получается слегка сладкий, густой творожный крем. Для начинки вы можете использовать любые ягоды и фрукты по вкусу, в том числе размороженные или консервированные. У меня это 1 банан и 1 киви, которые я нарезала кубиком. На бисквит выкладываем крем и разравниваем его. При этом не доходим до края 1-1,5 см, чтобы легче было свернуть рулет. На крем выкладываем кусочки банана и киви. Далее берем край бисквита и сворачиваем его в рулет.
Так как мой бисквит постоял примерно 40 минут после выпечки, за это время он слегка прилип к тефлоновому коврику. Поэтому нельзя оставлять надолго готовый бисквит. Постоял 10 минут и сворачиваем. В остальном ничего не потрескалось, бисквит эластичный и его легко свернуть в рулет. А вот как выглядит рулет в разрезе. Полностью пропеченный и пушистый, как облачко. Чтобы исправить ситуацию, я приготовила еще совсем немножко крема, примерно 50 грамм, и смазываю им поверхность бисквита. Сверху посыпаю кокосовой стружкой. Творог и кокос – это очень вкусное сочетание продуктов. Ну что, друзья, в итоге получился вот такой огромный рулет весом примерно 1 килограмм. Внешне он ничем не хуже классического бисквитного рулета. Давайте его разрежем на кусочки. Как вы видите, кусочек хорошо держит форму, ничего не разваливается, хотя в холодильник на стабилизацию я рулет не ставила. То есть я его просто свернула с кремом и уже нарезаю на кусочки. По вкусу это нежный воздушный бисквит с вкусным творожным кремом и кокосовой стружкой. Готовый десерт получился слегка сладким. По желанию сверху рулет можно поливать шоколадом и украшать фруктами либо ягодами. Будет еще вкуснее. Если вы меня спросите, похоже ли это тесто на омлет, то я скажу нет. По вкусу это тесто на омлет не похоже. Оно напоминает именно бисквитный рулет. Что касается запаха яиц, то при выпечке он ощущается. В готовом десерте запаха яиц нету. Также хотела уточнить, что этот бисквитик более нежный и невесомый, чем классический. Но опять же я повторюсь, ассоциации с омлетом нету. Когда ешь этот десерт, нету ощущения, что ты ешь омлет с творогом. Я отломила кусочек, и я действительно чувствую, что это бисквитик с творогом. У меня сложились именно такие ассоциации. В общем, друзья, получился высокобелковый, полноценный десерт, который надолго насыщает, и от него получаешь действительно удовольствие. Что важно, приготовить этот рулет намного проще, он легко сворачивается, ничего не трескается, поэтому от всей души советую этот рецепт. Если понравился, смело пробуйте. КБЖ у рулета оставлю в описании под видео. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Как всегда, прошу поддержите меня лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях.